Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых задач из PlanFix в Google таблицы. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые задачи из PlanFix в другие системы. Например, вы сможете добавлять в Google таблицах новые строки, удобно хранить, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных PlanFix. Далее необходимо выбрать действие. Выбираем «Загрузить задачи новые». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт PlanFix к системе Apex Drive. Для начала необходимо указать аккаунт. Для того, чтобы это сделать, перейдем в личный кабинет PlanFix. Имя аккаунта копируем из адресной строки без дополнительных символов. Адрес для API запросов, ключ API и токен авторизации также возьмем в личном кабинете PlanFix. Для этого переходим в раздел «Управление аккаунтом». Теперь переходим в пункт «Доступ к API». Нам необходимо XML API. Копируем адрес для API запросов и API ключ и вставляем их в соответствующие поля в системе Apex Drive. Если у вас еще не создан токен авторизации, вы можете это сделать, кликнув по соответствующей кнопке. Я уже буду использовать созданный токен авторизации. Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». Для системы PlanFix дополнительные настройки не предусмотрены, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому тоже кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример одной из ваших задач из PlanFix. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка PlanFix в качестве источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Google Sheets. Далее необходимо выбрать действие «Добавить строку». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Google Sheets к системе Apex Drive. В этом окне нужно указать логин и пароль личного кабинета Google. Также необходимо обязательно предоставить все разрешения Apex Drive на работу с вашим аккаунтом Google. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать файл и лист, в который будут добавляться новые задачи из PlanFix. Если у вас в первой строке таблицы прописано название колонок, оно подтянется напротив каждой из них в скобках. Для того, чтобы добавить переменную из PlanFix в колонку, кликните в нее и выберите переменную из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете использовать не только переменные из выпадающего списка, но и прописывать значения вручную. Когда все необходимые колонки заполнены, кликаем «Сохранить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в Google таблицы при каждой новой задаче из PlanFix. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Google Sheets».
После успешной отправки переходим в Google таблицы и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных Google Sheets успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!